Представители знака зодиака Овен. Овны, мои дорогие, здравствуйте. Таро расклад цыганский пасьянс. Лилит или черная луна в весах с 29 июня 2024 года по 27 марта 2025 года. Траектория перемен. Лилит или черная луна – это олицетворение того, что мы надежно прячем внутри нас самих. Но для нас всех это прекрасный период, как новая точка отсчета в последующих переменах эпохи Водолея. Лилит в весах и весы, мы знаем, это баланс и дипломатия. Лилит может обнажить некоторые аспекты нашей жизни. И для того, чтобы более гармонично вписать наши желания в ту реальность, которая нас окружает, мы должны пересмотреть свои желания и быть, наверное, честными с самими собою для того, чтобы признать некоторые ошибки. Ведь Лилит как раз наш эмоциональный фон словно поднимает с глубин. Что-то может словно рваться наружу в виде наших эмоций. А нам придется быть дипломатами, мои дорогие овны. И от того, насколько мы будем честны сами с собой, будет зависеть последующая траектория наших перемен. Судьба всегда дает возможности. Представьте, что вы собираетесь приготовить какой-то восхитительный десерт. И судьба вам дала сырые ингредиенты, как сахар, муку, фрукты, а также соль, перец. И от того, что вы выберете, в каких пропорциях вы будете это использовать, будет зависеть, какое блюдо вы приготовите. Давайте на картах цыганского пасьянса рассмотрим эти энергии, которые будут достаточно долго над нами господствовать. И это прекрасное на самом деле время для того, чтобы жизнь свою пересмотреть совершенно в каком-то другом ракурсе. То, что мы настаиваем часто, не происходит. И если какой-то ваш план или какое-то ваше дело, задумка ваша по какой-то причине стопорится, ну, наверняка что-то мы делаем не так. Может быть, какой-то тонкий нюанс, в котором мы допускаем ошибку. Нужно пересмотреть. Итак, давайте мы узнаем сначала на картах цыганского пасьянса, как для вашего знака зодиака видят карты эту траекторию перемен, в чем это будет состоять. Я смотрю, и вы смотрите, мои дорогие овны. А вот смотрите, получается сразу маска, скрытый враг. Мы сами себе тоже умеем вредить хорошо, но, может быть, и есть действительно в вашем окружении люди, которые ждут, когда вы словно споткнетесь или повторите, опять же, какую-то ошибку. Есть тот человек, который знает ваши слабые стороны. И, может быть, это как раз олицетворение того, что вы не видите какой-то данности, которая есть в вашей реальности. Или вы слишком можете идеализировать людей, или можете идеализировать собственные планы. Где-то не быть готовым к компромиссу, а опять же этот кто-то может прекрасно видеть вот разницу между желаниями и возможностями. Или может вас считывать как открытую книгу, поскольку Овен всегда более открыт. Это ваша сильная позиция. Но все равно эпоха Водолея в целом это где-то период транзита Плутона в Водолее. Это на 20 лет. Это самое начало того, что мы люди, мы не проживаем 1000 лет. И, понятно, оценить этот далекий период мы не можем. Тем более нам довелось прожить именно на начальном периоде. Но уже сейчас идет смена энергетики. И если мы хотим быть счастливыми, значит, нам придется быть где-то дипломатами. В первую очередь для себя самих, чтобы себя не обесточить, не разочаровать. Вот же в чем вопрос. Тут не от того, как мы кому что-то докажем, будет зависеть наше счастье, а от того, как мы сумеем договориться и вписаться в какой-то, может быть, слепой поворот, когда заранее мы не можем
просчитать вот траекторию движения, нужно быть внимательному. Поэтому вот карты вам об этом с самого начала и говорят. Идем дальше. Других совпадений я не увидела, мои дорогие овны. У кого-то возможности переезда, или это то, что вы задумали, или какая-то, в принципе, будет важная дорога. Можно, конечно, это рассматривать как жизненный путь, но для кого-то конкретно поездка, перемещение. Но это то, что вам во благо. Выпадает значение якоря, и это наша уверенность. Поэтому какие-то дороги, перемещения, сами по себе перемены, жизненный путь, тот, который ведет к изобилию, процветанию, к уверенности. Если вы что-то делаете или вы намечаете себе какой-то план, карты могут подсказывать, что тебе нужно, Овен, составить тезис-план и рассмотреть какие-то альтернативные варианты. Потому что если вы чувствуете, что да, не на собственную силу, я надеюсь, вот это будет момент этот немаловажен. Почему? Потому что как раз мы можем переоценить собственные силы, но мы совершенно ничего не можем сделать перед лицом обстоятельств, которые зависят не от нас, а по воле высших сил или от кого-то другого. Мы только люди. Мы можем менять свое отношение к чему-либо или кому-либо. Поэтому вот выстроить более такую надежную траекторию, быть готовым корректировать свои планы, это и будет означать эта уверенность и этот якорь. Я вам могу сразу сказать, мои дорогие овны, что ведь у вас нет как таковых преград. Я, к примеру, вижу, что не совпало такое значение, как колокол есть. Это неожиданные какие-то события, новости, которые нас, ну, буквально ставят в тупик, обезоруживают или не дают возможности двигаться дальше. У вас этого значения нет. У вас нет значения скрытого врага, кстати. Он уже не сошелся, змея. Одна часть здесь, другая здесь. То есть, в принципе, вам ничего не мешает. Да, есть какие-то недоброжелатели, а у кого их нет? И от того, как вы вот эту самую траекторию, о которой я сказала, выберете, будет зависеть ваше счастье, ваш успех и исполнятся ваши планы или нет. Точно счастье будет зависеть, у вас еще выпадает сердце, ваша любовь. Ваша буквально личная жизнь на кону у кого-то может стоять, и при этом не только, мои дорогие овны, если мы говорим сердце, спокойное течение жизни, как будто переход в другую плоскость или в другое качество жизни. Это очень важно на самом деле. И не случайно выпадает или начинается все буквально с карты якоря. Поэтому будьте внимательны, мои дорогие. Смотрим дальше. Да, вот это значение дороги или жизненного пути как раз и может олицетворять своеобразный выбор, а как раз Лилит– это у нас выбор, тем более она в весах. А весы– это баланс, и значит есть что-то как будто среднее, нейтральное, что для нас будет важно очень в этот период. Смотрю, что у нас еще совпало, пока ничего не вижу. И у вас еще не совпала одна конфигурация, уже в подробностях не говорю, которая может означать разбитое сердце. Она у вас тоже не совпала. У вас практически нет негатива, мои дорогие овны. Но от того, как вы себе не помешаете, не навредите, напрямую будет зависеть ваше счастье. Давайте мы тогда дополним наш расклад картами Таро. И что же для вас это Лилит? Пусть нам скажут карты. Как задача, как совет. У кого-то совпадет с переездом, это правда. У кого-то смена работы.
Кто-то столкнется с необходимостью реорганизации собственного дела бизнеса. Для кого-то из вас будет личная жизнь меняться, даже, к примеру, для тех, у кого прежняя личная история была где-то со знаком минус. И это не значит, что так будет всегда. Значит, у нас девушка уходит буквально вроде бы тепло, да, очаг, но девушка идет от огня, который мы можем зажечь в любой момент. Она идет к настоящему, к теплу, светилу буквально. Она идет к солнцу, к исполнению своих желаний, своей мечты. И для этого нужно повернуться к прошлому. Все то, что я говорила по карте «Восьмерка чаш», это когда мы ищем выход, и мы его находим. Находим этот самый баланс. И тогда для нас, видимо, от правильного какого-то решения или решимости быть откровенным самим собой, проанализировать какой-то этап или некоторые аспекты вашей жизни, или то, что у вас какое-то время действительно не получается, стопорится, найти, выявить вот эту причину для того, чтобы найти какую-то правильную траекторию и правильный выбор. Давайте мы достанем еще одну карту. Что это для вас будет означать? И это начало. Тут действительно какое-то начало. И опять же, повторюсь, карта дурака или нулевой старший аркан шут. Не сглупить, не совершить какую-то прежнюю ошибку, не повторить, не быть, с одной стороны, самонадеянным, ведь по дураку как раз этот момент и идет. Потому что, да, он чувствует, что у меня сейчас как и вдохновение переполняет, так и возможности появляются. Это прекрасный посыл. Но есть и то, что мы не видим, понимаете? Есть какая-то непродуманность в действиях. А нам карты уже сказали, ты именно иди в сторону уверенности, когда ты можешь что-то заранее просчитать. И это касается как эмоционально-чувственной сферы, так и наших дел. Или того, что мы для себя наметили. И какой-то новый жизненный этап. Он уже у вас предполагается. И планетарно-то ведь надо сказать тоже. Давайте мы достанем карту совет, мои дорогие овны. Еще раз карта подтверждает, я уже не тяну другие карты, потому что все где-то крутится в одной плоскости вашего счастья. И десятка пентаклей – это полный баланс как раз. И в финансах, и в личной жизни, и по нашим далеким каким-то планам, когда у нас все в согласовании, все во взаимодействии. Когда есть дипломатия, умение услышать как нашего партнера, пусть это будет касаться по браку, по личной жизни, или пусть это будет касаться в решениях финансовых вопросов и одновременно в вопросах дел, ведь откуда-то мы получаем финансы с вами, они приходят путем того, что мы заработали, поэтому и в работе этот баланс. В конечном итоге у вас получится приготовить этот восхитительный десерт или это восхитительное блюдо, если вы будете или начнете с откровенности с самим собой, если вы позволите себе, с одной стороны, право на ошибку, а с другой стороны, захотите себе не навредить, вот я бы сказала так, на кону, мои дорогие, ваше счастье. Перекладывайте на себя, я надеюсь, чем-то наш расклад был вам полезен. И будьте счастливы, будьте любимы всегда, мои дорогие.